Этим эпизодом я начинаю серию из 27 видео, в которой я расскажу вам о том, кто, когда и как написал Евангелие от Иоанна. И докажу вам это, основываясь на логических рассуждениях, текстах Нового Завета и исторических фактах. Но прежде чем я поделюсь с вами моими самыми важными и оригинальными мыслями, я хочу объяснить несколько вопросов, касающихся создания 4 Евангелий, которые вызывают споры даже после 2000 лет горячих дискуссий. Темой моих первых 5 видео будет датировка 4 Евангелий. Я начну с книги «Деяния апостолов», которая на самом деле является второй частью Евангелия от Луки, написанной тем же автором. Затем я расскажу о 3 Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, которые называются синоптическими, а их авторы синоптиками. Это название происходит от греческих корней «син» – «вместе» и «оптикос» – «зрительный», и буквально означает «осматриваемое вместе», поскольку первые 3 Евангелия настолько похожи, что с древних времен их сопоставляли и сравнивали друг с другом. А в 18 веке был издан так называемый синопсис 3 Евангелий, в котором их тексты располагались в столбцах параллельно друг другу, так что сразу были видны схожие и отличающиеся части. Слово «синоптик» как человек, предсказывающий погоду, имеет те же корни и происходит от синоптических карт, которые позволяют одновременно осмотреть погоду на большой территории. Вопрос о том, как синоптические Евангелия влияли друг на друга в процессе их написания, называется синоптической проблемой. Обсудив датировку синоптических Евангелий, я перейду к 4 Евангелию, то есть к Евангелию от Иоанна. Причина, по которой я начинаю мой рассказ с Деяний апостолов, та же самая, по которой многие ученые датируют их после 80-го года нашей эры. Потому что они, будучи второй частью Евангелия от Луки, очевидно были написаны после этого Евангелия. Значит, если мы докажем, что Деяния были написаны около 62 года, то это позволит нам также утверждать, что и Евангелие от Луки было написано до этой даты, то есть по крайней мере на 20 лет раньше, чем предполагают многие ученые. Итак, почему многие исследователи Нового Завета, включая меня, убеждены, что Лука написал Деяния апостолов около 62 года нашей эры? Потому что это единственный рациональный способ объяснить, почему евангелист Лука так подробно рассказывает нам о жизни апостола Павла вплоть до этого года, а затем внезапно обрывает свой рассказ. Представьте себе, что вы читаете подробный исторический трактат или хронику, в которых практически каждый год описываются некие события, но потом внезапно, без всякой логической причины, текст обрывается. Что может быть естественнее, чем предположить, что последний год, о котором говорилось в тексте, примерно соответствует году завершения его написания? Например, почему все согласны с тем, что повесть временных лет была закончена в начале XII века? Потому что она резко обрывается после 6625 года, то есть 1117 года от Рождества Христова. В случае летописей к последней дате можно прибавить еще пару лет, если вы уверены, что эти годы были настолько скучными, что авторы все равно их пропустили бы. Но окончание Деяний буквально само сообщает нам дату, когда автор закончил свой рассказ о приезде апостола Павла в Рим. В Деяниях, глава 28, стихи 30-31 говорится: «И жил Павел целых 2 года в Риме на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением и невозбранно». И это конец книги. Итак, поскольку мы знаем, что Павел приехал в Рим в 60 году, мы можем просто прибавить 2 года и получить 62 год. Если бы ученые впервые нашли книгу «Деяний апостолов» сегодня, без каких-либо академических или религиозных предрассудков, они бы все согласились с этой датой, просто основываясь на этом окончании книги. Вы можете спросить, откуда мы знаем год, когда апостол Павел приехал в Рим. Это было установлено учеными, которые сначала рассчитали относительный интервал времени между событиями в жизни апостола Павла, описанными в его посланиях и в Деяниях апостолов, а затем привязали всю эту цепь временных интервалов между путешествиями Павла к данным об известных исторических личностях, которые встречались с Павлом, по книгам таких историков, как Иосиф Флавий, Тацит, Евсевий и других. Например, второе послание Коринфянам, глава 11, стих 32, рассказывает о том, как Павла едва не арестовали в Дамаске, в те годы, когда этот город временно попал под контроль царя Ареты IV, правителя Набатейского царства, которое располагалось на территории сегодняшней Сирии, Иордании, Саудовской Аравии и Израиля. Во время войны Набатеи против правителя Галилеи тетрарха Ирода Антипы, годы которые известны историкам. Далее, в Деяниях, глава 18, стих 12, рассказывается, как апостол Павел
был схвачен местными евреями в Коринфе и предстал перед проконсулом Ахеи, то есть в сегодняшней терминологии кем-то вроде губернатора Греции, по имени Люциус Юниус Галлио, братом которого был великий философ Люциус Аннеус Сенека. Галлион оправдал мнение своего брата Сенеки о том, что он хороший и честный человек, снял все обвинения с апостола Павла и просто отпустил его. Позднее, точно так же как Павел, около 65 года, Галлион был убит императором Нероном. Далее в Деяниях глава 24 стих 27 говорится, что Павел содержался в плену в Кесарии прокуратором Иудеи по имени Маркус Антониус Феликс в течение 2 лет, пока не был назначен новый прокуратор Иудеи Порциус Фестус, дату назначения которого историки тоже знают и к которому Павел обратился с просьбой отправить его в Рим на суд к Цезарю Нерону. И вся эта цепочка событий и дат привела ученых к выводу, что первое послание к фессалоникийцам было самым ранним из посланий Павла, написанным около 49 года нашей эры, и, следовательно, самой ранней из 27 книг Нового Завета. Хотя я считаю, что самой ранней книгой Нового Завета по времени написания первых черновиков, хотя и опубликованной через много десятилетий, является Евангелие от Иоанна, о чем я буду говорить в других моих видео. Естественно, если будущие историки найдут причины изменить даты исторических событий, то это повлияет на наш вывод о конкретной дате написания Деяний. Но мы точно знаем, что дату последних событий в Деяниях, 62 год, нельзя сдвинуть более чем на 2 года вперед, потому что Великий пожар Рима в июле 64 года разрушил всю ту полуидиллическую картину, которая описана в последних главах Деяний, с приходами гостей, проповедями и дружелюбными римскими чиновниками, и превратил жизнь римских христиан, включая Павла и, скорее всего, самого Луку, в настоящий апокалиптический кошмар. Следующий вопрос, который следует задать: но откуда мы знаем, что Лука реально дописал Деяния апостолов в 62 году нашей эры, а не решил просто закончить свою книгу Деяний этим годом, хотя на самом деле написал ее, по крайней мере, на пару десятилетий позже, как утверждают многие ученые. На это есть следующие 7 причин. Во-первых, Деяния апостолов выстроены как историческая книга, в которой в основном описываются события из жизни апостола Павла в том порядке, в котором они происходили. В последних главах мы узнаем, как Павел был арестован в Иерусалиме из-за бунта, затеянного его врагами, отправлен к римскому прокуратору Иудеи в Кесарию, затем подал апелляцию к Цезарю и был отправлен в Рим около 60 года нашей эры дожидаться суда. И по историческим фактам, и по сюжету повествования, все это было одним большим прологом к последующим невероятно драматическим событиям. Повествование заканчивается за 2 года до Великого пожара Рима и до того, как мы могли бы узнать, что ожидаемый в кавычках справедливый суд перед Нероном на самом деле так и не состоялся, что апостол Павел был обезглавлен в Риме и стал одним из тысяч христианских мучеников, погибших в результате гонений Нерона. Зачем бы автору Деяний было нужно так тщательно и детально вести свою историю к такому драматическому финалу, а затем вдруг прервать ее за пару лет до того, как этот трагический финал действительно произошел? Нет причин, по которым Лука мог бы обнадеживать своих читателей перед важным судом в Риме и нигде не упомянуть, что никакого суда на самом деле не будет, потому что Нерон, тот Цезарь, к которому апеллировал Павел, просто решил убить тысячи христиан под ложным предлогом, обвинив их в поджоге Рима в 64 году. Если бы Лука знал об этом, он бы написал свою книгу Деяний по-другому, поскольку у него было бы совершенно другое отношение к событиям до 62 года. В ней были бы предзнаменования гонений при Нероне и убийства Павла и других христиан в Риме, а не предчувствия о возможной смерти Павла в Иерусалиме, подобно Иисусу, и надежды на справедливый суд Цезаря. Во-вторых, когда ученые пытаются ответить на поставленный выше вопрос о дате написания Деяний, они сами же дают нам повод считать, что они не правы. Они утверждают, что Лука оборвал свою книгу на 62 году просто потому, что трагические события преследования христиан императором Нероном просто не соответствовали тону его повествования. И да, конечно, они не соответствовали. Лука писал так, как будто ожидал от императора справедливого суда. Он рассказывает нам, как иудеи Иерусалима чуть не убили апостола Павла, которого практически спасли римские власти. Как дружелюбно настроенный прокуратор Иудеи Феликс слушает проповедь Павла, и как преемник Феликса, прокуратор Порций Фест не может найти в нем никакой вины и отправляет его в Рим практически просто потому, что Павел сам просит его об этом. По сути, смысл повествования Луки состоит в том, что в кавычках
как добрые римляне, спасают Павла от в кавычках «злых иудеев». И смысл в этом есть только если это было написано в Риме до 64 года, когда Лука помогал Павлу готовиться к суду перед императором Нероном и пытался убедить тех римлян, которые читали его книгу, что Павел и другие христиане не были врагами Рима. Если бы Лука написал это после смерти Павла во время гонений Нерона, все эти восхваления римских властей не только не имели бы практического смысла, но и звучали бы просто глупо и цинично. Я считаю, что с высокой вероятностью сам Лука, будучи выдающимся высокообразованным членом окружения Павла, который годами общался с римлянами, защищая Павла и учение Христа, тоже погиб во время гонений на христиан при Нероне. Предания о том, что Лука прожил еще много лет после смерти Павла, появились через десятилетия или скорее столетия после тех событий. И если бы Лука пережил гонение Нерона, я думаю, он дописал или скорее полностью переписал бы свои деяния апостолов с учетом того, что произошло после 64 года. В-третьих, когда евангелист Лука пишет о бывших правителях Римской империи, он всегда упоминает их имена, например, Тиберий Цезарь или Цезарь Август. Но когда он пишет о Нероне в последних главах Деяний, он всегда пишет просто Цезарь, ни разу не упоминая его имени, как будто Нерон все еще является Цезарем во время написания книги Деяний. В какой бы стране вы ни жили, если вы напишете о главе государства, используя только его титул без имени, все подумают, что вы имеете в виду нынешнего правителя, а не кого-то другого, кто был вашим президентом, премьером или королем 20 лет назад. Особенно без каких-либо дат в тексте упоминание некого предыдущего правителя просто как Цезаря без имени должно было явно сбить с толку читателей времен династий Флавиев или Антонинов, которые жили при минимум 4 Цезарях после Нерона и при целых 8 Цезарях за 32 года между смертью Нерона в 68 году и концом 1 века. В-четвертых, Луке не только не было смысла писать о прошлом Цезаре без имени, но Нерон вообще представлял собой особый случай. Когда он умер в 68 году в возрасте 30 лет, его ненавидело большинство жителей Римской империи. Возможно, его мать и жена все еще любили и поддерживали бы его, но он их убил за несколько лет до этого. У Луки не было совершенно никаких оснований относиться к Нерону с уважением, и были все основания объявить убийство апостолов одним из преступлений Нерона. Если бы Лука хотел показать себя верным подданным Римской империи, он наоборот мог бы похвалить мудрость Римского сената в деле свержения Нерона. Критики утверждают, что Лука пытался подлизаться к римским властям, но помимо моральных вопросов, льстить Нерону после того, как сенат объявил его врагом народа, Хостис Публикус, было примерно так же мудро, как пытаться снискать расположение товарища Сталина, восхваляя царя Николая. Если бы Лука хотел сделать комплимент династии Флавиев или Антонинов, он бы написал, насколько замечательными новые правители Рима были по сравнению с последним Цезарем из предыдущей династии Юлиев-Клавдиев, преступником Нероном. В-пятых, Лука не только не мог бы написать в таком позитивном тоне о римских властях эпохи Нерона, если бы книга Деяний была написана после того, как апостол Павел был казнен римлянами, но он также не мог бы упустить шанс описать, как Павел, который провел свою жизнь в лишениях, испытаниях и готовности умереть за Иисуса, на самом деле выполнил свое обещание и стал мучеником за веру. Лука описал героическую смерть первого мученика Стефана и апостола Якова, сына Зеведеева. Так почему же он не упомянул ни словом гибель апостолов Павла, Петра и Якова, брата Иисуса, которым он посвятил большую часть своей книги? Лука приводит в Деяниях слова Павла о том, что Павел готов умереть в Иерусалиме. Так почему же он хотя бы здесь не добавил ни комментария о месте его реальной гибели, ни предчувствия о возможной смерти Павла в Риме? В-шестых, сурово критикуя иудейские власти и выставляя их врагами не только Павла, но и римлян, почему Лука упустил шанс хотя бы раз обвинить их в восстании 66 года, которое настолько сильно контрастировало с мирными проповедями Павла и других апостолов? Зачем Луке вообще было пытаться произвести впечатление на грекоязычных римских читателей какими-то мелкими иудейскими мятежами в Иерусалиме, если ему можно было просто напомнить им о ужасной 7-летней иудейской войне? В-седьмых, Лука посвятил всю 7 главу Деяний длинной речи святого Стефана, произнесенной перед его убийством по приказу Синедриона, в которой он рассказывает историю иудаизма от Авраама до строительства второго храма. Например, в Деяниях глава 7 стих 46-48 Стефан говорит: «Царь Давид обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Как говорит пророк: «Небо престол мой и земля подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего?» Если вы верите, что Лука написал Деяния в 80-х годах, то эта речь была написана примерно через 50 лет после того, как ее произнес Стефан.
Звукозаписи в те времена не было. Стенограмм заседаний Синедриона тоже. Лука, вероятно, знал, что Стефан произнес некую речь и ее примерное содержание. Но, очевидно, ее текст Луке пришлось писать самому. И вопрос в том, с какой целью ему надо было бы все это писать после 70-го года. Во-первых, храм уже был разрушен, и поэтому не имело смысла кого-либо убеждать в том, что Богу не следует поклоняться в храме, которого уже не было. И имело большой смысл упомянуть о разрушении храма прямо в этом отрывке, либо как более ясно выраженное предчувствие Стефана, либо как комментарий автора. Во-вторых, разрушение Иерусалима и храма в 70-м году означало окончательный разрыв между христианством и иудаизмом. Исчезла даже христианская община в Иерусалиме, которая состояла из апостолов иудеев старой школы и их учеников, которые все еще следовали Торе и еврейским обычаям и выступали против идеи Павла крестить язычников без обращения в иудаизм. Тысячи язычников, крестившиеся как христиане без принятия иудаизма, после 70-го года стали большинством в новой христианской религии. В послании к Колоссянам, глава 4, стих 11-14, Павел намекает, что даже сам евангелист Лука, автор Деяний, не был иудеем. Та же проблема существует и в традиционной датировке Евангелий после 70-го года. Зачем тратить время на критику саддукеев, как будто вы пытаетесь доказать их неправоту, если вы знаете, что сама партия саддукеев уже исчезла? И да, это можно было бы сделать по историческим причинам, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся 40 с лишним лет назад. Но почему хотя бы не добавить некие комментарии, чтобы новые последователи Иисуса знали, что политическая борьба исчезнувших партий вокруг разрушенного храма уже не является актуальной ни для кого, кроме историков. К тому же Евангелия и Деяния не писались как исторические романы или трактаты. Они должны были быть актуальными и полезными современным читателям, как в их христианской жизни, так и в распространении учения Иисуса среди новообращенных. Я считаю наиболее вероятным, что евангелист Лука приехал в Рим с апостолом Павлом в 60-м году и провел следующие 2 года за написанием деяний, возможно, используя свои более ранние записи или дневники, которые он вел во время путешествий с Павлом в 50-е годы. Судя по проримскому тону книги, она, вероятно, предназначалась для образованных влиятельных римлян, язычников и иудеев, в качестве защиты Павла перед судом против его обвинителей из Иудеи. И это также объясняет смысл 7 главы Деяний с речью Стефана, о которой я говорил выше, с подробной историей иудаизма от Авраама до христианства. Лука таким образом одновременно рассказал язычникам про иудаизм и объяснил римским иудеям, что они должны быть на стороне евреев-христиан, таких как Стефан и Павел, а не иерусалимских властей и их агентов-обвинителей. Евангелие от Луки, как первая часть той же книги, очевидно было написано раньше Деяний. Оно могло быть создано либо немного ранее Деяний в течение тех же 2 лет жизни в Риме с 60 по 62 год, либо где-то в 50-х или даже 40-х годах, а может быть и то и другое. Лука мог писать черновик Евангелия в качестве личных заметок в течение многих лет или десятков лет, а затем объединить их с Евангелием от Марка и завершить редактирование окончательной версии своего Евангелия в Риме. Евангелие от Марка, которое использовал Лука, очевидно должно было быть написано раньше Евангелия от Луки, то есть существенно раньше 62 года. Существует традиция, что Павел действительно предстал перед судом Нерона, был оправдан и даже успел совершить еще одно путешествие. Однако трудно представить, что такое невероятное и буквально чудесное событие, как оправдание Павла самым известным гонителем ранних христиан Нероном, не было бы описано в деталях его свидетелями, с репликами участников этого суда. Более того, Павел должен был успеть предстать перед судом, быть оправданным, совершить путешествие в дальние провинции Римской империи и зачем-то снова вернуться в Рим за 2 года, которые отделяют конец Деяний от Великого пожара Рима 64 года, поскольку трудно представить, зачем Павлу и его соратникам было бы путешествовать в Рим прямо во время Нероновых гонений после пожара Рима. Одним из известных аргументов против слишком ранней датировки Евангелия от Луки является тот факт, что Павел не цитирует напрямую отрывки из Евангелий, даже в тех случаях, когда это было бы полезно для его аргументов, как это всегда делали другие проповедники и христианские писатели. Невозможно представить, чтобы Лука одновременно знал о Евангелии от Марка, когда писал свое собственное Евангелие, и при этом никогда не показывал его Павлу. Поэтому, возможно, они оба узнали о Евангелии от Марка уже после того, как Павел написал свои послания в конце 40-х и в 50-х годах. Если согласиться с тем, что последние подтвержденные послания Павла филиппийцам и Филимону были написаны около 58 года, как утверждает Джон Робинсон, и подозревать, что последние 6 якобы посланий Павла были написаны не им, то можно предположить, что Павел и Лука узнали о Марке после 50
68 года. Но другое, более простое объяснение заключается в том, что Павел просто не хотел цитировать Евангелие от Марка и тот текст, который Лука написал на основе Марка, как Евангелие от Луки. В своих письмах Павел описывает соперничество между ним и теми из 12 апостолов, которые остались в Иерусалиме. Он буквально хвастается тем, что не ездил в Иерусалим в течение многих лет, как доказательством своей независимости от тех апостолов, которые знали Иисуса во время его жизни. Так что, возможно, Павел считал, что использование текста Марка, который был учеником апостола Петра, поставит самого Павла в зависимость от Петра и уменьшит его авторитет как апостола. То есть после того, как Павел утверждал в своих письмах, что узнал свое учение прямо от самого Христа, в видении или вдохновении, а не от апостолов, теперь, цитируя Марка, он вроде как признавался бы, что ему все-таки было чему учиться не только у апостолов, но даже у их учеников. Кроме того, если Иоанн Марк действительно был тем самым Марком, который написал Евангелие, то у него даже был личный конфликт с Павлом. В Деяниях, глава 15, стих 37-39 говорится: Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. Хотя в послании к Колоссянам и Филимону Павел упоминает некого Марка как своего сподвижника, в Деяниях, написанных после этих писем Лукой, который был сподвижником Павла и знал Евангелие от Марка, упоминается разрыв между Марком и Павлом, но не упоминается их примирение. Или, возможно, Павел просто не чувствовал необходимости цитировать какие-либо книги для своих целей. Он считал, что его собственные слова должны иметь достаточный вес, подобно тому, как епископ Папий во II веке говорил, что он предпочитает устные слова письменным текстам, хотя и утверждал, что знал Евангелие от Марка и какой-то утерянный текст, якобы написанный Матфеем. Ведь Лука тоже прямо не цитировал послание Павла, даже описывая его путешествия и проповеди в Деяниях апостолов, и тоже не цитировал, а редактировал и переписывал Евангелие от Марка. Также у Павла все-таки есть несколько высказываний, схожих с Евангелиями. Например, в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 23-24, говорится: «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите и едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“». В Евангелии от Луки, глава 22, стих 19, говорится: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание“». При этом из всех Евангелий описание Павлом этого момента больше всего похоже на Евангелие от Луки, что логично, если Лука действительно был спутником и сподвижником Павла. Другой возможный аргумент против теории о том, что Лука написал «Деяния в Риме» в 62 году, заключается в том, что текст «Деяний Луки» не всегда согласуется с письмами Павла относительно подробностей ранних путешествий Павла. Но это проблематично для любого, кто признает, что Лука был сподвижником Павла, как сказано в его посланиях. И если поверить, что «Деяния» были написаны спустя десятилетия после смерти Павла, то гораздо труднее объяснить, почему Лука за все это время не удосужился прочитать письма своего покойного учителя, которые к тому времени уже распространялись повсюду в списках, и привести в соответствие с ними свой рассказ о путешествиях Павла. А вот если Деяния были написаны не позднее 62 года, то я могу предложить даже два объяснения их расхождения с посланиями Павла. Во-первых, то, что Лука был спутником Павла в некоторых из его путешествий, не обязательно означает, что он знал о Павле все, читал все его письма до того, как они были посланы другим церквям или людям, или что он должен был показывать Павлу все свои писания. Во-вторых, если Деяния были документом, призванным представить Павла и христианство в положительном свете перед ожидаемым судом Цезаря в Риме, то Лука был кем-то вроде современного юриста, представляющего Павла как своего клиента перед римскими властями. Естественно, что он избегал истории о внутренних конфликтах и предпочитал истории, рисующие положительную картину христианских лидеров, живущих в гармонии друг с другом и с римским миром, вместо страстных полемических дискуссий, которые мы видим в посланиях Павла. Даже если Павел читал творчество Луки и заметил, что некоторые острые углы смягчаются, то вполне естественно, если он решил не обращать на это внимания до суда. Может быть, они оба ожидали, что Лука напишет более подробную и сбалансированную версию деяний после ожидаемого оправдания Павла, когда у них не будут связаны руки. Подобно тому, как участники современного судебного процесса, чтобы не повлиять на его исход, пишут правду о нем только после решения суда. Трагедия заключается в том, что настоящий суд так и не состоялся, а Павел и, скорее всего, Лука не дожили до того, чтобы изменить текст деяний. Некоторые ученые утверждают, что деяния должны были быть написаны ближе к концу I века, поскольку Лука якобы знал произведения римского историка Иосифа Флавия, написанные в 70-е или даже 90-е годы, но реальных доказательств этого нет. Иосиф был иудеем и участником восстания в Галилее во время Иудейской войны, но потом был взят в плен римлянами, перешел на их сторону и оказался
оказался в Риме в качестве придворного историка Флавиев, примерно через десятилетие после Павла и Луки. Да, есть несколько совпадений между трудами Иосифа и Луки, но это естественно для двух авторов, которые писали об истории одних и тех же событий, людей и мест, работали буквально в одном городе с интервалом в несколько лет и, следовательно, должны были использовать, по крайней мере, некоторые идентичные источники. Без прямых цитат, полагаясь исключительно на похожее описание одних и тех же фактов, чрезвычайно сложно определить, кто у кого заимствовал. Особенно это касается описаний исторических событий, которые теоретически должны основываться на оригинальных свидетельствах очевидцев, чаще всего письменных, из которых заимствуют информацию историки. Одним из примеров, которые я видел, был список из 3 имен мятежников в одном и том же порядке у Луки и Иосифа Флавия, где Иосиф связал их в переплетенные сложные истории. Но, возможно, Иосиф взял список имен у Луки, затем нашел больше фактов об этих людях и связях между ними. Или история, рассказанная Иосифом, взята из более древнего источника, который также использовал Лука. Если Лука упоминает что-то вскользь, а Иосиф Флавий объясняет это подробно, это не обязательно означает, что Лука просмотрел Иосифа Флавия и выбрал некоторые фрагменты информации. Лука был сосредоточен на христианской истории. У него не было ни намерения, ни возможности углубляться в факты, которые не имели для него значения, но были важными для Иосифа Флавия как историка. Каждый христианский апологет на протяжении 2 тысячелетий, подробно прокомментировавший некий отрывок из Библии, сделал именно то, что сторонники этой теории считают невозможным. Написал подробный рассказ на основании короткого оригинального текста через годы, десятилетия или даже столетия. И весьма вероятно, что Иосиф Флавий действительно читал книги Луки. Живя в Риме вместе с Павлом, Лука написал свое Евангелие и Деяния к 62 году и, очевидно, распространял их среди местных христианских и иудейских общин. В Деяниях, глава 28, стих 17, говорится о прибытии Павла в Рим. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». Иосиф Флавий, который присоединился к этой иудейской общине после того, как был захвачен в плен римлянами, закончил свою книгу «Иудейская война» через 13 лет после окончания деяний, так что он должен был встретить некоторых из тех же людей, которые лично знали Павла и Луку. Не может быть, чтобы такой выдающийся историк, как Иосиф Флавий, интересовавшийся всем, что связано с евреями, Иудеей и Галилеей, не был достаточно любопытным, чтобы выяснить среди своих друзей-евреев в Риме, кто из них интересовался христианством и мог переписать у Луки и сохранить копии его Евангелия и Деяний апостолов. Кроме того, Лука, вероятнее всего, не описывал все исторические факты из головы. Он также собирал информацию из внешних источников в том же Риме, что и Иосиф Флавий. Так почему же кого-то удивляет, что они оба могли читать одни и те же документы или слышать одни и те же истории от тех же самых людей? И хотя я обычно критикую чрезмерную зависимость от так называемой традиции, то есть от утверждений, сделанных пусть даже буквально святыми людьми спустя столетия после обсуждаемых событий, в моих видео по разным поводам я буду задавать следующий вопрос. Почему люди, которые полагаются на церковную традицию как на непоколебимо надежный источник, когда она соответствует их убеждениям, не хотят даже обратить внимание на ту же традицию, когда она свидетельствует против них? В данном случае я имею в виду утверждение известного историка IV века Евсевия. В книге 6, главе 25.6 своей истории церкви он цитирует Оригена, утверждавшего, что Евангелие было написано Лукой для язычников и одобрено Павлом. Таким образом, Евангелие от Луки должно было быть написано до смерти Павла в 65 году, а не после 70-х или 80-х годов, как считают многие современные ученые, из-за чего в основном они полагают, что вторая часть книги Луки, которую мы называем «Деяния апостолов», была написана после 80-го года. В следующем видео я расскажу детально, почему я не согласен с распространенной идеей, что все Евангелия были написаны после 70-го года, которая в основном основана на утверждении, что Иисус, апостолы и авторы Евангелий не могли предсказать разрушение Иерусалима и храма до того, как это произошло на самом деле. Но из всего, что я сказал выше, легко представить, как Лука мог это предсказать. Он проводил все свое время, проповедуя об Иисусе, распятом в Иерусалиме. Он был сподвижником Павла и вполне возможно был с ним в Иерусалиме, когда на него напала и чуть не убила мятежная толпа. И как образованный соратник Павла, Лука, вероятнее всего, помогал ему готовиться к защите на суде в Риме против обвинителей из Иудеи, и частью этой защиты и стали Деяния апостолов.
Как грекоязычный гражданин Римской империи, видевший, как легко в Иудее было спровоцировать толпу на бунт и знающий настроение среди саддукеев и иудейских священников, Лука не обязан был быть великим пророком, чтобы представить себе будущее восстание, которое столкнет иудейские власти с Римской империей и приведет к разрушению как храма, так и Иерусалима. Или же Лука мог пророчествовать о такой возможности от негодования, предсказывая месть Божию своим врагам. Итак, подводя итоги, все известные факты указывают на то, что Лука закончил писать Деяния апостолов в 62 году и, разумеется, написал свое Евангелие еще раньше.